А это что у нас за Троицкий спуск? Помните, мы по нему поднимались? Еще не он, нет, но это начало где-то. Ага. А это Новоанненский район. А вы сейчас будете, Владимир, тормозить горным тормозом? Да. Вот он, слышите? Обратное такое. Но я не буду... Мы будем упираться всеми тормозами, что у нас есть. Да. Кишинев 54 километра показывает знак. Потому что тут такую поддуру... Это он держать. Что ли? Вот этот? Да. Вот зачем он это делает? На BMW? Понимаешь? Они хотят ехать быстрее, они более легковых машинах. А и зачем верещать скатами на повороте вот так? Чуть-чуть он побыстрее обогнал меня, чтобы я ему мозги не делал. А где твоя коронная фраза «наслаждайтесь»? Да, вот смотрите, спуск показывает 70 километров ограничения. Наслаждайтесь, дорогие друзья, молдавским 70 пейзажем. километров это не для нас скорость. Да, нам меньше. Вы тут 70 километров уедешь там в дом. Да. Вот какой красивый пейзаж открывается, дорогие друзья. Ого! Вот это спуск. Если ты ее... Очень опасный спуск. А эти 40 тонн надо удержать еще. Не одни такие спуски брали, бывают и похуже перевалы. Просто на них нельзя сходить с ума. Да, Новотроицкий спуск. В обратную сторону будет подъем. Логично. Да. Не дай бог. Трасса еще, видите, профилированная, она с уклоном идет. Специальный уклон. Такие тут домики молдавские красивые. Да, спасибо Богу, да, мы успешно спустились и продолжаем наше движение по Новотроицку, да? Да. Село Новотроицкое. Я уже комментирую тебе. Да. Я Вову потихоньку учу тонкостям, обозревательским тонкостям. Конечно, шучу, я же какой обозреватель, я просто обыкновенный человек, такой же, как и все. Просто люблю снимать, и не для себя, конечно. Если бы вас не было, мои дорогие зрители и подписчики, то мне это лично одному это видео не надо. Это для вас, для наших потомков. Как бы это громко не звучало. Может, кто из Новотроиц. Да, вот привет, Новотроицевск. За границей. Как их назвать? Новотроичане? Да. Или новотроицковцы? Или новотровчане? Или тровчане просто? Новотроиц, наверное, есть не один населенный пункт. Наверное, да. Да. Это, наверное, Каушанский или Онежский район. Новотроцкисты. Новотроцкисты. Водочки. Озеро. Гусики. Вот сейчас будет озерцо Новотроицкое. Новотроичане, новотроцкисты, новотроицкане. Как еще назвать их? Вот буюканцы, буюкане, буюкановцы. Как еще? Ну, жители Буйкана это очень банально. Да. А вот гусики, да. Ой, проехали магазин красивый. Ай, сельский. Я просто страсть, как люблю сельский. Зубодробилка. Я очень люблю, страстно люблю. Ой-ой-ой, как узко. Я аж плечи свои сжал. Знаете, как интуитивно, машинально, когда бывает, едешь в машине и какая-то ветка
сверху, ты преклоняешь голову, хотя у тебя есть лобовое стекло и крыша, так тут я сжал плечи. Лобовое стекло — это что? А тут я сжал плечи, когда мы протискивались между жигулятами там и непонятно кем еще протискивались, я сжал плечи. Это интуитивная реакция человека. Еще я заметил одну интересную реакцию людскую. Вот когда перехожу с кем-то дорогу, я со своей кыржей так бучок, 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 бучок. И мы с кем-то иду там, товарищ там или друг уважает меня, любит, все. Но когда мы идем через переход или на светофор, Друзей там нет. там все, они так ускоряются. Я говорю, постойте! Кричу им в спину. И вижу только спину своего товарища. Они говорят, так тот же переход надо быстро. Я говорю, а я? И смеюсь, и мне смешно, и мы начинаем Ты оба. не переходи тогда в улицу. А как? Так стой всегда на той стороне. Ладно, да. Жди ночи, когда нет транспорта. Да. Вы сейчас слышали слова моего наставника. нервы. Но когда наставник говорит, надо соглашаться. Потому что слово наставника закон. Он сказал, так, значит так, все. Спорить нельзя. Шутка. Шутка. Шутка значит шутка. Красивый молдавский пейзаж. Порождение всех трудов, да? На Новотройчане. Кто сказал? Вот сказал, сказал. Новотройчане, Троицкое ваше село закончилось, но не закончился молдавский пейзаж. Погода хорошая, нету пекла. Балмас направо. Вот остановка, смотрите, какая советская остановка, видите, вот как интересно. Поля, ивы, озера. Природа. Да. Природа красивая, очень. Вот козочки пасутся, там овечки, не знаю что. Вот сейчас посмотрите. Вот козочки. Козочки дают козье молоко. Из козьего молока получается очень хорошая козья брынза. Она очень напоминает овечью. Кто умеет делать. Вот у меня бывший свекор, покойный, правда. Он очень здорово делал овечью, козью брынзу. Она тоже такая твердая, насыщенная, такая классная, интересная. И очень много орехов вдоль дорог, но вы уже это знаете. Наслаждайтесь. Просто наслаждайтесь, просто любуйтесь пейзажем молдавским, придорожным пейзажем, вдоль дорожным. Сейчас, Ты ничего не вспомнил про осень. Твоя кроватка. ну, осень, да, вот осень уже вступает в свои... Начинается. Вова у него всегда подкалывает с этой осенью. Вот и осень. Та-та-та-та. Надо себе песенник завести какой-то, потому что иногда хочется петь, и слов не знаешь. Хочется петь. Скажи, а что, разве суровые дальнобойщики поют? А вы знаете, у дальнобойщиков какая душа, какая у них добрая, мягкая, заботливая душа, между прочим, тонкая, утонченная. Душа должна быть мягкой. Вот. Что должно быть твердым? Характер. Характер. Суровый, твердый, суровый характер и мягкая, добрая душа. Вот это слова Владимира. А кто подумал? Кому понравились, можете отмотать видео назад и законспектировать. Да, Володька? Душа должна быть мягкая, а Характер твердый. как хотите, так и понимаете. Кто знает, кто из старых тертых калачей, тот все понял, о чем хотел сказать добрый Володя с суровым характером. И ваш Покорный слуга Эдуард Кара. Эдуард, покорный слуга Эдуард Кара и по совместительству дальнобойщик Эдичка. Я так я сам придумал, сам себе смеюсь. Ну да, просто меня кем только меня называли, и Игорем, и Николаем, и... Называйте хоть горшком, только
Дайте денег. Вот, начинается бегать. Оказывается, вы деньгам неравнодушны, да? Ну да. Эдуард. Да, потому что деньги нужны на содержание канала. Sony, когда мне Sony Нет, ну, я начинает... вижу, что твой канал прекрасно существует и без денег. Ну да, он существует, вот правильно сказали, он существует, но никак не процветает. А он должен, Ты хочешь, чтобы он вообще расцвел, да? чтобы канал расцвел, а его хозяин, спонсор, продюсер, режиссер, чтобы он пребывал в расцвете, процветал. И процветал не только внешне, но еще и немножко финансово. Вот. А для чего это надо? Мне бы хотелось приобрести другую камеру, светосильную, чтобы снимать вам вечерние улицы города. Мне очень нравится вечер, переход от дня к вечеру. Тебе нравится, ты и снимай. Вот видите какого. У меня сразу поставил обратно на водительское кресло. Тебе нравится, ты и снимай, находи себе сам день. Ну как я, один в поле не воин, друзья, это поговорка про меня. Хочется жить красиво и делиться, красиво жить и делиться, без нет, да? и делиться этой красотой с вами, дорогие друзья. Я опять же повторю, что вот это видео я снимаю не для себя, а для вас и наших с вами потомков, детей, племянников, внуков. Когда-то они посмотрят это видео, увидят вот этот вот надпись Чабановка 1. А тут можно ставить какой-то уже супермаркет или какая-то там непонятная фирма, новострой какой-то, подъем. Но наш МАН, Вова починил турбину, он очень уверенно себя чувствует. Если ему вот не сбавить ход, он себя очень уверенно, так знаете... Не МАН, а ДАФ. Да, извините. Ну, у меня такое часто бывает. Я вообще путаюсь, называю улицы другими именами. Сколько раз это уже я... Ты вообще путаешь педали, да? Да, я вообще путаюсь иногда. Очень часто путаюсь, конечно. Уже Sony снимает 12 минут. До этого было 18. Прикинь, она вот на этом аккумуляторе считает 30 минут, которые я зафиксировал. 35. Отлично. Отлично, слава богу. Я ее, наверное, остановлю, потому что она начинает греться. Я пока прервусь. Поставили вентилятор. Да, вот Вова. Делай водяное охлаждение. Радикальные такие советы, да. Вот. Володька. Она начинает греться. Мы вместе с ним находимся на работе. Мы вместе сейчас пытаемся вам передать тонкости и будни водителя большегрузного автомобиля. И мне что-то Вова сказал, что ему не нравится слово дальнобойщик. Значит, будем говорить ближнебойщик. Просто шофер. Шофер, ему нравится шофер. Это нарвание. Надо отдохнуть, а то у меня на самом деле правая рука затекает. О, вот еще один DAF. Вот наш такой же, только красный. Видите? У вас есть такой же, только с перламутровыми пупинами? Нет, будем искать. Да, будем искать. Так, немножко делаем перерыв. Так, не успел я снять опять сельский магазин или бар, не знаю, что это. Опять же скажу, что я испытываю... О, я придумал, я сейчас скажу зрителям. Я испытываю юношеский трепет при виде детскую романтику и юношеский трепет при виде придорожных магазинчиков продовольственных, сельских, деревенских таких, каких-то кафешек, забегаловок. Мне страсть как нравится старый дизайн, я как будто окунаюсь в атмосферу того времени. Я очень много пропустил, особенно в Одессе. Мне так хочется вернуться в Одессу, но мне нужен сопровождающий с автомобилем, чтобы можно было выйти, там, поснимать, поговорить, пообщаться, запечатлеть. В Одессе есть что снимать. Там просто кладезь для съемок и для репортажей. Заехали только что в Ценцарены. Ценцаренцы, наслаждайтесь. Да, в переводе на русский язык, у нас же есть русские зрители, Ценцарены это Комарова, да? Да. Комарова, я уеду
через Комарова. Так вот, Комары. Цинцарьены это Комарова. Или комар. А кто жил в Цинцарьенах, как они? Цинцареновцы. Или цинцаритяне. О, так по-гречески, так цинцаритяне. Тянет, да. Цинцаритяне. Буюкани. Тяне. Ха, прикольно. Тяни, короче, толкай. Тяни, толкай, да, Цинцаре. Вот мы заехали в Цинцарены. Ну, заправки вам нечего наслаждаться, тут ничего даже интересного и близко не было, нет и никогда, Толкай, да. никогда не будет. А вот уже дома, заборы, дворы, это уже ваши цинцаренцы, цинцаритяне. Наслаждайтесь. А также кишиневцы, аргеевцы, буюканцы, рожкановцы, москвичи, тель-авивцы, хайфовцы, ой, лондоновцы, питерчане, ленинградцы, минчане, одесситы, запорожцы, днепропетровцы, болградцы, измаильцы и так далее и тому подобное. Кишинев 29 километров. Стройматериалы нас не интересуют. О! Ой, все, вот, сельский магазин с террасой. Ой, это моя страсть. Я бы этому посвятил был бы автомобиль. Калы. Ой, пардон, я запел. Так, это мост куда, Вова? Кишинев. Красиво. Синжирейский виадук. И синжирейский, а синжира. А, Синжира и Синжирей это две разные вещи. Ну, для тех, кто тут когда-то жил, это одно и то же. Ой. Нам спевая Муслим Магомаев, только я, наверное, нарушаю авторские права. Да? Да. Это ты не поставишь, да? Вы салют Кишиневу. Программу номер 1. Канал Кишинев Молдова приветствует вас в городе Герое, в городе Герое Кишиневе. Мы едем по улице Мунче, угадайте, Чешской. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте, говорит вам Владимир, дальнобойщик и оператор-обозреватель Эдуард Кара. Мы наслаждайтесь нашим любимым городом. Мы возвращаемся из Одессы, с моря. За спиной у нас 22 тонны пальмового масла. Только пальмов нет. Да, масла есть, пальмов нет. Да. Вот. Вот наш легендарный КамАЗ. А, все-таки да, это КамАЗ. Это мы спорили с Вовкой. Кто там так сильно, Не надо спорить. кто там так сильно дымит? Это, оказывается, КамАЗ. Это экологичный чистый автомобиль советского производства. Просто сама экология. Ну, что делать? Вот. Улица Мунческая, дорогие друзья, одна из любимых моих улиц города Кишинева. Самая длинная. Да, вот Вова подсказывает, что она самая имеет большую протяженность, да. Сейчас хочу поймать какие-то остановки в советском стиле, старые остановки такие, и может какой-то магазинчик, кафешечку, так вот остановочка любимая моя, ЦОП есть, еще одна, смотрите, вау, лафа, они не прокрашены, где-то ржавые, облученная краска, но дизайн такой. Кто-то скажет, КамАЗ дистанции. да, у кого злой язык, тот скажет, какой там дизайн, там ничего нету, нет, а мне нравится. Мне нравится. Вы заметили, что я люблю все простое, такое, без пафоса, доступное. Вот она остановка. Милая сердцу и душе.
улица Петриканская встречает Вову с Эдиком из Одессы. Мы сейчас проехали вот эти тот этот, как он, где возле толчка тяжелое место, тот перекресток тяжелый, очень тяжелый, самый тяжелый. любимый перекресток в мире. Мы его успешно проехали, да, и сейчас Кто его спроектировал? да, сейчас Петриканский Денег на поворачиваем. виадуктов не хватает, бы сделать виадукт. Родной Кишинев встретил нас дождиком легким. Мы уже, слава богу, приехали благополучно. Приехали, Ну, когда поставим машину, да, я тогда буду экономить силы, потому что у меня уже у самого сели батарейки немножко. Ваш оператор Эдуард Кара немножко проехал 200 километров, он уморился. Не, но ты думаешь, если я не снимаю, я не утомляюсь, я в это время тоже думаю. Это работа. Я анализирую, оцениваю. Ну, что... Уморился он. Пробки обширные. Оля-ле-ле-ле. Ну, пробки мы не будем снимать, потому что в них ничего нету. Чтобы вас не окричать, Да, пока остановимся. а то вы не приедете в Кишинев. Да. Оп. И вот, дорогие друзья, снова здравствуйте. И чтобы финализировать наш рассказ, 2,55. мы находимся, 2 часа 50, короче, мы находимся на коммуне. Мы приехали в Кишинев после длительно короткого интересного рейса на море, в Одессу. Мы на наших родных Буйканах, на улице коммуны, которая преобразилась красками осени. Вова, когда слышит краски осени, он улыбается очень сильно. Сейчас я вам покажу дерево. Видите, как оно приукрасилось. Я не знаю, где фокус Сонькиный. Ой, как красиво. И по стеклу стекает вода. Вот. Все, мы приехали. Владимир, пару слов зрителям. Привет из Кишинева. Привет. Вова припарковал наш Драгоценный автомобиль. да, притер его к бордюрчику красиво в кармане. Самое главное, туда забрать документы. Да, все, мы приехали. Все остальное На этом, пыль. дорогие друзья, мы с вами. Уа. Смотрят, уже сейчас. Да? 3 литра, что ли? Где тут? Да. Бухаревский, Кишинев. Все.